Те, кто рассматривает наше существование не только в пределах одной жизни, а как многократное перерождение из жизни в жизнь, называют это реинкарнацией. И душа может воплотиться не только в нашем мире, мире людей, но также в других мирах и в других условиях. В Тибете рассматривают структуру, которую называют сансарой, и сансара состоит из 6 миров, начиная от самого низкого мира ада и заканчивая высоким благостным миром, миров девов. Но в любом случае рождение в любом из миров, проживание там имеет одну задачу, имеет одну цель. Это духовное развитие, развитие нашей души. После многократных перерождений и набора духовного опыта душа наконец-то обретает качество, которое уже будет достаточным, и не нужно будет перерождаться вновь и набирать этот опыт. И тогда душа может отправиться в нирвану, в состояние такой благости и покоя, радости, любви, там, где ты не зависишь ни от чего, но являешься составной частью всего. Это удивительное и прекрасное состояние духовного пребывания. Но чтобы достичь такого состояния, душа в каждом из воплощений проходит трудности, уроки, испытания. Каждому свои испытания согласно его духовного развития. В чем же измеряется развитость и как определяется, в каком из миров, в каком из воплощений появится душа в следующий раз? Для простоты понимания можно сказать, что это свечение, уровень частоты вибраций. Чем выше свечение, ярче, тем в более высокие благостные миры попадает душа в следующий раз. Если душа темная, низковибрирующая, то она, соответственно, попадает в миры низкие. Те же души, которые уже достигли уровня свечения такого, который сопоставим с нирваной, отправляются туда, покидая сансару. Нам в процессе жизни трудно уделять внимание своему развитию. Жизненные обстоятельства оттягивают на себя очень много внимания и много сил. Это и вопрос выживания, это забота о своем теле, взаимоотношения в социуме, удовлетворение своих потребностей, своих желаний. Под спудом всего этого многие даже и не догадываются, и не осознают, что нужно заниматься развитием души, духовными практиками. Те же, кто все-таки уделяет внимание своему развитию, постепенно из жизни в жизнь набирают свечение, усиливают его, повышают уровень своих вибраций и перерождаются из жизни в жизнь все в лучших и в лучших условиях для того, чтобы стать очень светлым. Те же, кто остановился, не знает, чем заниматься, или хуже того еще и опустил свои вибрации ниже, свой уровень, те остаются, застревают в тяжелых, сложных, бесконечных перерождениях одного и того же. Что же все-таки происходит в этот промежуточный период между двумя жизнями? Тибетские монахи очень серьезно занимались этим вопросом очень давно и глубоко продвинулись. Существует древний трактат тибетский, который называется Бардо Тедел. На Западе его знают как Тибетская книга мертвых. Там очень сложным языком, аллегориями тибетского религиозного пантеона объяснено то, что происходит. Но довольно-таки подробно. Но для восприятия очень сложно. Но мы сейчас попробуем разобраться и объяснить это для себя понятным для современного человека способом. В книге описывается, что после разделения с физическим телом душа находится в состоянии, которое называют Бардо. И здесь нет уже никаких помех, нет никаких жизненных обстоятельств, которые, в общем-то, не дают проявиться душе. Здесь все очень явно. И здесь очень высокие шансы на то, чтобы подняться вверх. И очень высокие шансы на то, чтобы провалиться вниз. Потому что здесь все очень тонко и очень явно. Состояние Бардо делится на 3 больших уровня, на 3 блока таких. Первый называется Чикаи Бардо. Это очень непродолжительный период времени и очень важный. В тот момент, когда душа разделяется с физическим телом, она начинает или имеет возможность увидеть в высочайшей яркости свет, который идет сверху, как столб. И если душа не убоится этого резкого света, если вдруг воспримет, что она сопоставима, ее вибрации, ее свечение сопоставимы с этим светом,
и воспримет, что я это этот свет, а свет этот я, то тогда она может с ним слиться, соединиться и сразу же, покинув состояние Бордо и все будущие перерождения, отправиться в нирвану. Этот столб света называют короткая вертикальная тропа. Это высочайшая уникальная возможность. Но для этого нужно быть душе самой очень высокого качества, очень высокого свечения. Это первый этап. И душа вот этого высокого свечения, она на ментальном уровне, духовность ее высокая очень. Если же не получилось, то все равно этот этап Чикай Бордо продолжается. Еще в течение 3 дней, как описано в книге, душу окружают высокие энергии, уже не ментальная составляющая, а энергетическая, вибрации высокие. Они тоже воспринимаются как свечение. Если в течение этого периода душа сможет сопоставить, соотнести себя вот с этими вибрациями, осознать, что эти вибрации сродни ей, и что она есть эти вибрации, и вибрации есть это они, то тогда то же самое происходит. Эту возможность называют вторичным свечением вот этого яркого света и вторичная вертикальная тропа. И то же самое можно покинуть. Но здесь уже не за счет того, что ментальная часть очень высокая, а за счет того, что вот вибрации очень высокие. Хотя эта грань очень довольно-таки такая условная. Воспользоваться шансом, который дается в первом Бордо, к сожалению, могут не все. Очень небольшое количество. Почему? Потому что это наступает сразу же, это очень ярко, и надо быть готовым, и надо быть дееспособным. Душа должна быть дееспособна. Это значит, что она еще при жизни должна быть такой осознанной, пробужденной и на поверхности все время. Человек должен жить как душа. И тогда она сможет среагировать. Как правило, у нас же наша душа, вернее мы как душа живем под спудом вот этого ума. Ум решает все, мы живем от ума, физическое тело, физический мир, ум и так далее. Душа в полусонном состоянии редко себя проявляет или вообще не проявляет. И в тот момент, когда вдруг исчезает ум, исчезает тело, и душа остается один на один с обстоятельствами, где нужно действовать, она просто либо проскальзывает мимо вообще всего этого, не успевает среагировать, либо вообще еще не пробудилась. В книге описывается, ты проспал на глине беспамятства под лучами вот этого высочайшего света. Ну, тогда пойдем во второе Бордо. И вот те, кто прозевал этот момент, опускаются во второе Бордо. Второй этап Бордо называется Хонит Бордо. Здесь уже проявляются качества души, которые были набраны и накоплены в виде опыта через призму работы ума при жизни. Какие были отношения, как относилась душа к тому, что делал ум, или тому, что воспринимал ум. И здесь это будет проявляться в виде образов, которые соответствуют у каждого свое, согласно его вероисповеданию или представлению о мире, или о чем-то сверхъестественном, что он, как это все представлял. Это не так важно. Важно, что эти образы будут приходить в 2 ипостасях. Первый — это очень резкий и довольно-таки жесткий образ с очень сильным свечением, который нужно как-то переступить себя, чтобы с ним себя согласовать, соизмерить себя с ним. Но рядом будет такой мягкий, комфортный свет, такой туманность, такая очень успокаивающая и влекущая. И в книге говорится, что прими этот свет, восприми, что вот эти вот образы резкие и бывают, что такие суровые и жесткие, они твое благо, во благо тебе, и ты можешь сродниться с ним, понять, что они — это ты, а ты — это они. Не выбирай вот эту мягкую и комфортную, влекущую
такую дымку, ты сразу же провалишься вниз. И душа должна выбирать, может она пойти туда или может она пойти туда. Если ничего не выбирается, на следующий день приходит другой образ. И так на протяжении 15 дней, как указано в книге. И с каждым разом приходят все более низкого качества свечения и все больше большей активности вот это такое мягкое, комфортное, туманное. И все ниже и ниже уровень. И в конце концов душа что-то выбирает или не выбирает. По какой причине? А потому что она до сих пор еще не пробудилась. Но вот эти самые последние образы, которые приходят, они из глубины души, самые страшные вот эти воспоминания, самые ужасные страхи, самые вот такие образы. И в конце концов душа довольно-таки там подвергается сильному такому стрессу, назовем так, да, и так все это очень страшно. Поэтому некоторые души, которые оказываются этажом ниже, потом это все не помнят, как страшный сон какой-то, который забывается. Если душа не сможет соотнести себя с этими яркими свечениями, которые поэтапно приходят, она проваливается вниз, в третье бордо. Или если она выбрала вот этот мягкий туман, то она тоже проваливается в нижнее состояние третьего бордо. Третий этап бордо называется ситпа бордо. Здесь уже пробуждаются все души. Все, которые прошли испытания во втором бордо, и те, которые проспали, будучи в беспамятстве, первые два этапа. Здесь пробуждаются все. И души здесь начинают обладать иллюзией физического тела, и они могут взаимодействовать, могут действовать, могут перемещаться и даже обладать более высокими и лучшими способностями, чем при жизни. Старики здесь, которые не могли двигаться, начинают летать, бегать. Все очень хорошо и комфортно. В этом месте довольно-таки продолжительное время происходит проявление кармы каждой души. Что было? Какие мысли, какие деяния, какие взаимодействия, что творил и что происходило в течение жизни. Всю карму собирает, и она здесь проявляется в виде возникающих образов и событий, довольно-таки материальных и плотных, потому что здесь уже душа обладает вот этим телом. И в процессе этих преодоления, взаимодействия с этими образами, с действиями, в зависимости от этого происходит определение, куда отправляется душа в следующий раз. Здесь ничего не сокрыть, потому что здесь нет ума, который может заувалировать или замаскировать движение души. Здесь все на поверхности, все на поверку. Вот постепенно определяется следующее рождение в зависимости от качества и от уровня развития духовного. Вот так это описывается в книге Бардо Тедел, тибетская книга мертвых. Мы очень схематично и очень так коротко прошлись по идее этой книги. В чем же практический смысл? Как это вообще соотносится к нашей жизни? Мне кажется, что очень просто все. Здесь говорится о том, чем ты более духовно развит, чем ты лучше у тебя мышление, правильные чувства, правильные действия, тем лучше это отразится в твоем дальнейшем пребывании в других жизнях и в других мирах. Но не только это. Чем лучше ты себя чувствуешь сейчас, чем у тебя более высокие вибрации, тем ты правильнее мыслишь и правильно говоришь и правильнее действуешь, тем качество твоей жизни становится лучше, лучше и выше. Ты становишься здоровей, ровней,
менее подвержен стрессам, менее подвержен несчастьям, в большей степени к тебе тянутся люди, поэтому все вокруг тебя складывается благополучно, и жизнь становится ровной, спокойной, счастливой, то, к чему стремимся мы все, к счастью. Может быть, имеет смысл рассмотреть это и заняться собственным духовным развитием. Пока еще не поздно. Всего доброго. До скорых встреч.